Всем привет! Вы на канале RC-шник, и в этом видео мы будем перерабатывать и собирать нашу первую версию Arma Limitless. Да, вот она у нас собрана, на которой мы смогли развить, к сожалению, всего лишь 204 км в час максимальной скорости. Но в этот раз я подготовился, и мы будем делать GT-корпус. Значит, что нам для этого потребуется? Первое, мы будем переделывать переднюю часть и ставить крепление для того, чтобы наш GT-корпус хорошо и плотно крепился. Для этого нам понадобятся стандартные арморские вот такие детали для крепления передней и задней части. Вот она будет идти вот сюда и вот здесь вот так распорка, да. Соответственно, здесь вот у нас идут титановые болты на маунт двигателя. В общем, будем менять пиньон, спур, точнее, на 29 зубов в центральном дифференциале. Да, это у нас идет крепежки от Scorched Parts, крепежки кузова GT, да, которые будут... кстати, да, вот у нас, посмотрите, сюда будут идти вот такие балки, чтобы они удлиняли, уширяли, так сказать, корпус. Ну, вот так вот, на самом деле, она будет идти. Да? Либо с этой, либо с той стороны. Разберемся. Я тебе отвечаю. И вот эти штуки будут ставиться у нас вот сюда. Крепиться к ним будет GT-корпус, чтобы он не болтался и не мешал движению. Естественно, у нас идет новые подшипники керамические. Поставим в колеса, чтобы лучше крутились. Центральная рулевая тяга, балка, точнее, центральная рулевая, которая у нас идет, ну вот здесь вот она идет внутри. Ну, вот, титановая, к ней идут вот такие вот подшипнички. Небольшие тоже понятно, потому что мне не очень нравится, как это все работает в движении. Итак, поставим титановые чашки для дифференциала, да, в которые будут идти вот здесь и вот здесь. Также у нас в центральном дифференциале будут меняться подшипнички на керамические. Да, ну тут еще куча пиньонов у нас всяких разных. Точнее, даже они идут как спуры, потому что под 8 миллиметров. Но это уже, наверное, извращение, потому что 20-17 звезд. 23 все-таки очень мало для такого двигателя. Он не сможет раскрутить, но попробуем поставим. Естественно. Одно из самых больших изменений, это у нас будет идти GP5. Дифференциал передний и задний, вот они два идут к ним. Естественно, входная передача на 15 зубов, тоже GP5. Ну, естественно, поставим от Раза Шифрина карбоновый задний спойлер. Красивый такой. То есть, видите, он намного выше, чем этот. Получается, ну, в GT-корпусе. Да, и самое главное, это вот такой вот GT-корпус от Betty Design в форме Макларена. Да, будет он идти вот сюда. Естественно, мы его будем перекрашивать. Естественно. Также в коробке у нас идет, ну, естественно, наклейки все. Эта у нас штука ставится спереди, заполняется. Она специально разработана под этот корпус. Еще мне придет передний сплиттер. Просто я не знал, что его надо поменять. Специально именно для этого корпуса передний сплиттер. Ну вот, в принципе, и все. Также у нас есть всякие тамийские краски. Будем красить. У меня есть выкрас. Также задний спойлер я использовал как пример для выкрасов, какую краску мне покрасить. Да, то есть разные варианты. Как бы будем красить, но уже экспериментировать не будем, поставим обычный цвет. Вот, так что надеюсь, вам понравится это все. Ну что, поехали? Итак, извиняюсь, конечно, за свой голос, немножечко приболел. Начнем мы с переборки центрального дифференциала. Для этого нам надо открутить центральную балку. Снимем сенсор. Опачки. Так, титано-карбоновая волна остается сюда. И вот у нас центральный дифференциал. Да? Давайте мы сейчас посмотрим, как он крутится. Потому что менять мы будем ставить новые подшипники от Scorched Parts. Вот, и посмотрим потом, как она крутится на них. Ну, естественно, будем спур менять с 34 зубов на 29. Так, для того, чтобы разобрать центральный дифференциал, нам надо тут все открутить. Да, и откручиваться это все легко, потому что, так, конечно, не должно быть, но здесь должен был быть фиксатор резьбы, а его нету, поэтому как раз мы все это и... А вот здесь уже по ходу дела что есть. Мы будем прогревать.
Так, что у нас касается центрального? Здесь у нас тоже ничего нету. Оп. Да, а вот эту штуку надо будет прогреть. О, чувствую, что он уже начинает прогреваться хорошо. Ай. Фатальная ошибка. Оп. Выкрутили. Видите, так достаточно легко выкручивается. Итак, после того, как все остыло, следующий наш ход — это собрать все вместе на вот этом валу. Для этого мы открываем наш спур 29 зубов. Да, вот посмотрите, какая разница. В принципе, не маленькая. Да, и собираем все это здесь. Значит, получается, это у нас так, так. Другой момент еще, что я же хотел поставить сюда титановые. Ну, давайте посмотрим на титановые. Итак, давайте поставим его сюда и посмотрим. Ну, знаете, по ощущениям чуть-чуть получше. Ну а теперь давайте добавим от Aromax специальное для скоростных подшипников масло силиконовое. И проверим с ними, как будет работать. Так, ну давайте поверим, посмотрим, как теперь оно будет крутиться. О, смотрите. Намного лучше и намного дольше. Несмотря на то, что спур меньше. Если поставить сюда больше, будет больше центробежная сила, и он будет намного, кстати, подлиннее. Одинаково. Будет еще дольше крутиться, так что супер. Теперь главное не забыть везде добавить фиксаторы резьбы, и все, центральный дифференциал готов. Итак, следующим этапом у нас будет переделка заднего спойлера на вот такой бэд-спойлер от Раза Шифлина. Так, вы только посмотрите, какая это все красивая, карбоновая. Ну, эти детали, я думаю, что мы распаковывать не будем, поскольку у нас стоят точно такие же уже здесь на месте, чтобы это все не переделывать. Так что будем сейчас крепить это. Так, следующим нашим этапом мы будем с вами перебирать вот эти дифференциалы. Заливать туда специальную жидкость, тем самым блокировать ее. И разбирать полностью всю модель и устанавливать это все вовнутрь. А потом дальше будем собирать с новыми деталями все по порядку. Поехали! Ну и так оставляем это на какое-то время, чтобы масло силиконовое стекло. И мы в дальнейшем уже почистим все и будем заливать другое силиконовое масло, более жесткое, и будем блокировать дифференциал. А теперь приступим к разбору самой модели. Итак, поскольку мы с вами сняли амортизаторы с верхних
опор крепления, да, а по идее надо было снимать их с нижних, чтобы, видите, вот эти валы давали свободно выйти переднему дифференциалу. Да, но поскольку мы будем с вами менять подшипники на правый, левый, передний и задних кулаках, да, чтобы они лучше вращались, мы будем разбирать эти кулаки и, соответственно, мы легко достанем это. Поэтому будем идти вот таким путем. Итак, как вы видите, я промыл полностью все дифференциалы. Да, теперь я их подразбираю чуть-чуть следующим образом. Да, мы вынимаем, вытаскиваем, потому что масло еще, видите, остается. Да, снимаем. Здесь все прочищаем, вычищаем все амортизаторы. Так, берем немножко бумажки, да, прочищаем все полностью, складываем, потом будем собирать и заливать масло. Также делаем с остальными. Просто прочищаем все остатки масла, те, которые не смогли мы спреем для очистки тормозов вынуть. Мы доделаем. Видите, тут есть немножечко налета на них, на всех. Если вы хотите посмотреть, как подробно разбираются, собираются дифференциалы, у меня есть видео машинки Техник, где я полностью ее собираю. Там все это тоже есть в деталях, поэтому я оставлю ссылочку в верхнем правом углу. Вот, если вам это интересно, заходите туда, смотрите, как это все делать. А тут сейчас мы все быстренько это сделаем, чтобы вас не утруждать, так сказать, вот этой тягомотиной. И уже вернемся к тому кадру, когда это все собрано и когда будем заливать уже масло. Итак, после того, как мы все это почистили, слегка подсобрали, да, я буду заливать следующее силиконовое масло 500 и 750 тысяч. Естественно, 500 у нас пойдет сзади, чтобы заблокировать больше задний дифференциал, 750 спереди. И главное, не забудьте подписать, какое где у нас какое масло залито, чтобы в дальнейшем просто-напросто не забыть. Так, после того, как мы слегка залили наше масло, я предпочитаю чуть-чуть прокрутить его, чтобы оно заползло везде. Вот так. И теперь надо будет оставить, чтобы вышли все пузырьки. Также мы делаем и с 500 маслом. Там очень-очень много маленьких пузырьков, да, и крутится она гораздо сложнее теперь. Надо, я думаю, поставить и подождать, не знаю, на часов 5, наверное, чтобы все пузырьки вышли. Если они не успеют выйти, то будем как-то прогревать, наверное, чтобы это вышло все. Итак, как вы видите, прошло несколько часов. Наша смазка, видите, практически пузырьки все вышли, остались только мелкие, но они все не выйдут, потому что это все очень густая смазка силиконовая, и она просто так не выйдет. Теперь у нас остается добавить сверху вот эти детали, чтобы она потихонечку впечаталась со временем, да, и аккуратненько вошла. Вот, и оставить на некоторое время, чтобы она полностью провалилась. Вот видите, крутится, хорошо. Теперь давайте здесь посмотрим. Оп, тоже крутится, отлично. И ждем. Итак, прошли ровно сутки, и как вы видите, так, сейчас он сфокусируется. Теперь нет никаких абсолютно пузыриков. Что ни на одной, что ни на второй. Вот, и теперь мы будем надевать прокладку и дальше закрывать крышкой вот этой вот зубцами. Так, самое главное дозакрутить, чтобы это точно все у нас не развалилось. Без супер фанатизма, потому что закручиваются они все-таки в пластмассу. Ну и чтобы не раскрутились, естественно. Так, все, готово. Здесь у нас залито 750. Не знаю, видно тут или нет. Вот, ну крутится она. Ну крутится, но достаточно тяжело. Так что с этим диффом мы закончили. Теперь проделаем все то же самое с этим. Итак, после того, как мы собрали наших два дифференциала, передний и задний, GP5, давайте перейдем теперь к подшипникам на кулаках. Вот у нас есть такие подшипники от Scorched Parts, да, керамические. Сейчас мы будем их менять, ставить вместе с передним валом, ну и менять дифференциалы и собирать все это вместе. Так, после того, как мы поменяли подшипники в нашей, получается, правой
части автомобиля. Для того, чтобы достать дифференциал, не снимая полностью амортизаторы, да, поскольку мы будем все равно разбирать и правую часть, и левую часть, тоже менять тут подшипники. Хотя, честно говоря, оригинальные арморские подшипники тоже достаточно неплохие, если честно. Я их так покрутил, в принципе, вообще огонь. Ну, раз уж взялись, то поменяем. Вот. Ну и чтобы достать центральный дифференциал, передний точнее дифференциал, нам надо будет снять эту штуку. Поэтому сделаем просто. Что за херь? Как Ты что сделал-то, а? И после того, как мы все это сделали, поменяли подшипники, достаем дифференциал. Оп! Ну, как вы видите, крутится он легко. Он у нас тут подписанный. Ну, нигде не подписан. Ну, сейчас мы почистим, помоем, положим в долгий ящичек пока что. Может быть, конечно, когда-нибудь пригодятся какие-нибудь детали отсюда, но не думаю. Итак, после того, как мы сняли пин, мы разберем наш передний дифференциал. Мы снимем у нас вот эту штуку, которую мы будем менять на титан. По размерам я посмотрел, одинаковый, и, соответственно, нашу звездочку. После этого нам надо вынуть подшипники. Мы тут все смажем аккуратненько, да, чтобы это все было красиво, без смазки. Потом нанесем новую смазку. Подшипники смажем, все почистим, смажем, чтобы все это работало супер идеально. Мы помыли и почистили наши подшипники, почистили наш корпус дифференциала. Как видите, вот он теперь чистенький, как новенький. Вот сейчас будем все сюда вставлять, все смазывать параллельно и ставить это на нашу деку. Ну вот тут она крутится, конечно, не очень хорошо, но думаю, сейчас мы добавим смазку, и все должно заиграть. Все-таки должна притереться немножко вся конструкция к новым деталям. И самое главное, не забываем все дожимать, поскольку это везде пластик, чуть-чуть вручную отверточкой. А в следующих сериях мы будем устанавливать уже на нашу модель наши дифференциалы, собирать все вместе, обратно, настраивать, подгонять, чтобы все это работало четко, аккуратно. Это уже на самом деле я записываю после того, как записал серию. Тут у меня немножечко небольшие доработки будут с электрикой, с улучшением антенны там и так далее. Но это вы все в дальнейшем увидите, если кому-то интересно и кто хочет посмотреть. Это, скорее всего, по самой электрике, по всем этим проводам не войдет в серии, по сборке в платформу GT. Вот. Если кому-то интересно, пишите в комментариях, я буду подробно все это показывать и рассказывать. Так что не забывайте подписываться, ставьте лайки. И буду рад всех видеть снова на моем канале. Так что всем пока!